Всех приветствую, любители чёток и случайный зритель. Сегодня мы поговорим, почему мамонтов уже давным-давно нету, а бивень мамонта есть. Как столь древние остатки умудрились сохраниться. В 17 веке Сибирь внезапно открыла для России новую статью доходов – экспорт слоновой кости. Причем в Европу ее вывозилось столько, что Россия внезапно стала серьезным торговым конкурентом Великобритании, монополиста по части забоя слонов на европейском рынке. Даже в конце XIX века из Сибири еще вывозилось от 8 до 25 тонн сырья в год, и это только по официальным источникам. Важным источником костей были Медвежьи острова, архипелаг, расположенный на Восточно-Сибирском море. Добычу окончательно свернули лишь в 30-х годах прошлого века, но не потому, что кости кончились, а потому, что мода поменялась. Но откуда в Сибири такие табуны слонов, что их можно десятилетиями пускать на экспорт? Нет, слонов в Сибири никогда не было. А вот табуны мамонтов вполне себе водились, причем на протяжении сотен тысяч лет. Давным-давно, когда солнце было ярче, а трава зеленее. Мамонты были типичными обитателями тундростепей. Тундростепь – это особая экосистема, аналогов которой сейчас нет. Ледники то росли, то свежевались, а вместе с ними перемещались и шерстянистые мамонты. Поэтому их кости встречаются от арктических пустошей Евразии и Аляски до засушливых равнин Мексики и степей Северного Китая. Но в промышленных масштабах они обнаруживаются лишь в Сибири. Здесь климат был постоянным тысячелетиями. Именно поэтому абсолютное большинство шерстянистых рождалось, жило и умирало на этих землях. Если раньше Россия вывозила кости мамонтов, то теперь тщательно хранит и изучает. Ведь Россия остается первой по количеству находок шерстянистых гигантов. Конечно, далеко не все кости сохранились до наших дней, но палеонтологи до сих пор находят скелеты шерстянистых, даже содержимое желудка древних животных. Как столь древние остатки умудрились сохраниться? Все благодаря тому, что их мумифицировала сама природа. Тела гигантов ложились в благодатную почву. Вернее, в почву они как раз и не падали. Болото и вечная мерзлота законсервировали остатки. Падальщики и бактерии не могли расщепить органику. Это юкагирский мамонт. Его нашли осенью 2002 года в Якутии. До сих пор он считается одной из самых целостных находок. Ледниковый период прошел, но вечная мерзлота никуда не делась. И до сих пор большая часть России покрыта промерзшей зоной. А это значит, что сотни, если не тысячи тонн остатков древних животных все еще прячутся под землей и ждут своего часа. Всем спасибо за внимание, всем хороших чёток, всем хорошей жизни, до скорого.